Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на моем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Сегодня я хочу вам показать мастер-класс, обучающий видеоурок для начинающих рукодельниц, каким образом вяжется узор, и чтобы вы смогли связать джемпер, который вы видите на фото. Согласитесь со мной, что джемпер очень выглядит стильно, лаконично, связан просто, но смотрится шикарно. И также его можно связать из остатков пряжи. Если у вас осталось по 2-3 моточка пряжи, и вы не знаете, каким образом их использовать, то вот вам решение. И я предлагаю вот эту модель для того, чтобы вы обратили на нее внимание и, как говорится, извязали свои остаточки пряжи. Также для вязания этой модели подойдет любая пряжа. Это может быть хлопок, акрил, шерсть, полушерсть. Метраж пряжи тоже можно подобрать любой, смотря на какой сезон вы хотите связать эту модель. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о том, что на канале вышло новое видео, мастер-класс и также другая интересная и, я надеюсь, для вас полезная информация. И вам на моем канале будет интересно, и вы с удовольствием будете смотреть мои видео до конца. И благодарю всех моих подписчиков, которые смотрят мои видео до конца, а также гостей канала. Но сейчас я хочу вам сразу же показать инструменты, которыми я буду вязать узор. Это крючок номер 2 Clover, страна производства Япония, и пряжу, которую я подобрала для вязания узора, для демонстрации вязания. Это кружевная, торговая марка Пихорка, летняя серия, 280 метров в 50 граммах, 100% пан, 100% акрил. Производитель рекомендует спицы крючок 2,5-3. Я буду использовать для вязания 3 цвета данной пряжи кружевная. Цвет 03 светло-бежевый, 165 темно-бежевый и 03 светло-бежевый. Все ссылки на пряжу указаны в описании под видео. И для вязания буду использовать вот эту схему. Схема будет демонстрироваться по ходу просмотра видео, также в конце видео. И я ее размещу на втором канале на Яндекс.Дзен. Мой канал называется на Яндекс.Дзене «Мир рукоделия и творчества. Вязание». Подписывайтесь на мой второй канал на Яндекс.Дзене. Там я буду публиковать тоже мастер-классы, и вы можете, если подпишетесь, там следить за обновлениями информации и распечатывать схемы для вязания. То есть я нашла возможность, где можно моим подписчикам распечатывать схемы и вязать по мастер-классам, по моим и по схемам. Сейчас мы приступим к вязанию легких нам петелек. Так, цвета я буду комбинировать между собой таким образом. Начну я с цвета 165, темно-бежевый по карте цветов производителя. Далее буду вязать цветом 166 суровый. И продолжу вязание цвет 03, это светло-бежевый. Набираем цепочку из воздушных петелек. Это будет у нас с вами нулевой ряд. Так, цепочку я набрала. Читаем схему первого ряда. Схема читается справа налево. Отступаем от цепочки 5 воздушных петелек и в шестую вяжем 3 столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька,
пропускаем 3 петельки цепочки воздушной и вяжем в 4 петельку 3 столбика с 2 накидами и так далее. Приступаем к вязанию первого ряда. Отсчитываю от цепочки 1, 2, 3, 4, 5 петелек и в 6-ю провязываю 1 столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок и в эту же 6-ю петельку провязываю 2 столбик с 2 накидами. В эту же 6-ю петельку цепочки провязываю 3 столбик с 2 накидами. Все 3 столбика с 2 накидами связаны с общим основанием в 6-ю петельку цепочки. 1 воздушная петелька, пропускаю 1, 2, 3 петельки цепочки и вяжу в 4-ю петельку цепочки 3 столбика с 2 накидами. 1 столбик с 2 накидами. В эту же петельку цепочки 2 столбик с 2 накидами. И в эту же цепочку, петельку цепочки в 4-ю провязываю 3 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. На крючок сделаю 2 накида, пропускаю 1, 2, 3 петельки, в 4-ю провязываю 3 столбика с 2 накидами. Все 3 столбика с 2 накидами вяжем в 4-ю петельку цепочки. Они вяжутся с общим основанием. Провязала 1 воздушная петелька, на крючок 2 накида, пропускаю 1, 2, 3 петельки и в 4-ю провязываю веерочек из 3 столбиков с 2 накидами. 2 столбик с 2 накидами и 3 столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька. 1, 2, 3 петельки пропускаю. В 4-ю провязываю веерочек из 3 столбиков с 2 накидами. Все 3 столбика вяжутся в 4-ю петельку цепочки. То есть столбики с общим основанием. 1 воздушная петелька, 2 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3 петельки цепочки и в 4-ю провязываю веерочек из 3 столбиков с 2 накидами. Давайте первый ряд я хочу связать с вами вместе. Специально для начинающих рукодельниц, которые учатся по моим видео мастер-классам вязанию крючком. 3 петельки пропускаю и в 4-ю провязываю 3 столбика с 2 накидами. Опытные рукодельницы могут распечатать схему и вязать очень красивый джемпер самостоятельно. 1, 2, 3 петельки цепочки пропускаю и в 4-ю петельку цепочки провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Основание — это 4-я петелька цепочки. 1 воздушная петелька, 2 накида на крючок, 1, 2, 3 в 4-ю петельку цепочки провязываю веерочек из 3 столбиков с 2 накидами. Так, сейчас еще один веерочек свяжу. 1 воздушная петелька, 1, 2, 3 петельки цепочки пропускаю и в 4-ю провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Если будете вязать такой же образец, я набрала 38 воздушных петелек и плюс вот 5
петелек для подъема. Всего 43 петельки. Количество раппортов у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 веерочков. Таким образом выглядит первый ряд. Если вы считаете, что он очень ажурный, промежутки между веерочками, то вы можете сократить количество накидов. То есть связать узор не с 2 накидами столбики, а с 1 накидом. Такой вариант с 2 накидами, я считаю, что больше подходит для летнего варианта. Джемпер и либо кофточки, топики вы можете связать данным узором. Если хотите связать джемпер на зимний вариант и демисезонный, то со своей стороны рекомендую вам уменьшить количество накидов. То есть вместо 2 связать узор столбиками с 1 накидом. Читаем схему второго ряда. 3 петельки подъема. Схема читается слева направо. И в арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем 3 столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька. Далее в следующую арочку цепочки провязываем 3 столбика с 2 накидами. И заканчиваем ряд. Мы в последнюю петельку подъема провязываем веерочки из 3 столбиков с 2 накидами. Приступаем к вязанию второго ряда. Для начала я провязываю 3 петельки подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, на крючок 2 накида, и между веерочками, там где у нас была связана в первом ряду 1 воздушная петля, провязываю 3 столбика с 2 накидами. Вот таким образом. Завожу крючок под цепочку, захватываю рабочую нить и провязываю столбики. Три столбика с 2 накидами провязала, 1 воздушная петелька. Можно вязать вот еще вторым вариантом. Я вам показала более быстрый, упрощенный вариант. Вы также можете прокалывать крючок в петельку воздушную и вязать эти 3 столбика вот в основании этой воздушной петельки. То есть 2 способа вязания. Так, 1 воздушная петелька я буду вязать в упрощенной форме. Так, 2 столбика, то есть 3 столбика с 2 накидами провязываем между веерочками. 1 воздушная петелька, и между следующими веерочками, там где у нас была связана 1 воздушная петелька, провязываю 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька, 2 накида на крючок, и между веерочками провязываю 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька, между веерочками провязываю 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька, между веерочками провязываю 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька, между веерочками провязываю 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька, между веерочками провязываю 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька, и заканчиваем ряд. В последнюю петельку подъема я провязываю 3 столбика с 2 накидами.
Все. Довязали второй ряд до конца. Читаем схему третьего ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема и между веерочками вяжем 3 столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька, между веерочками вяжем 3 столбика с 2 накидами и продолжаем вязать до конца ряда. Для начала вязания и перехода на следующий ряд я провязываю 3 петельки подъема. Вот 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону, на крючок 2 накида и между первым и вторым веерочком провязываю 3 столбика с 2 накидами. 1 столбик, 2 столбик с 2 накидами и 3 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. Можете вязать в основании этой петельки. Вяжем 3 столбика с 2 накидами. В основании воздушной петельки. 1 воздушная петелька. И между веерочками вяжем веерочек, состоящий из 3 столбиков с 2 накидами. Одна воздушная петелька. Между веерочками провязываем 3 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька и между веерочками, там где у нас провязана 1 воздушная петелька, вяжем 3 столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька, между веерочками, где была провязана 1 воздушная петелька, вяжем 3 столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька, 3 столбика с 2 накидами. Третий ряд — это повторение первого ряда. Четвертый ряд — повторение второго ряда и так далее. Далее я в 4 ряду поменяю цвет пряжи на цвет 166 суровый и продолжу вязать узор. И последнюю секцию, которую я буду вязать цветом 0,3 светло-бежевым, я свяжу столбиками с 1 накидом, и вы посмотрите. И можете мне написать в комментариях, какой вам вариант узора нравится больше. Связанный столбиками с 2 накидами, либо столбиками с 1 накидом. Столбики с 1 накидом я провяжу уже в 3 секции. Это будет у меня цвет светло-бежевый. Также я покажу вам замер связанного образца и каким образом будут сочетаться цвета. Все увидите в конце видео. Заканчиваем вязать ряд. Это в 3-ю петельку подъема. Провязываем веерочек из 3 столбиков с 1 накидом. Вот. Таким образом. Продолжаю вязать за кадром. Связала я образец узора. Всего я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов со столбиками с 2 накидами. И 1, 2, 3, 4, 5 рядов веерочки, состоящие из столбиков с 1 накидом. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой вариант вам больше нравится. Веерочки, связанные столбиками с 2 накидами, либо с 1. Здесь я вязала цветом 0,3 светло-бежевый. Узор получился не такой ажурный, дырчатый. Я думаю, он идеально подойдет для вязания джемпера, который вы видите на фото. А узором с 2 накидами можно связать
маечку, топ, кофточку, жилет. Все он более такой ажурный, и применить его для вязания летних вещей. Вязала я вот по этой схеме. Я говорила уже ранее, что оставлю ссылку под описанием. Под этим видео ссылка будет указана в инфобоксе. Вы пройдете по ней и можете распечатать эту схему. Ссылочку выложу через 2-3 дня на моем втором канале. Вернее, схему для этого узора. Вязала я крючком номер 2. И пряжу для вязания я использовала кружевная торговая марка Пехорка. Это 100% акрил. 280 метров в 50 граммах. И для вязания использовала 3 цвета пряжи. Я думаю, что они неплохо сочетаются между собой. Можно выбрать любое другое сочетание или связать из пряжи однотонного окрашивания. Также можно для вязания джемпера выбрать не только 3 цвета, а 2 и более 3. Я думаю, тоже будет неплохо смотреться. А рукава даже можно связать однотонным цветом пряжи. Давайте я сразу же покажу вам замеры вязаного образца. У меня получился ширина примерно 11,5 сантиметра и высота 9 сантиметров. Узор вяжется легко, просто и быстро. Подписывайтесь на канал на ютубе «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи», а также на мой второй канал на Яндекс.Дзене. И не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Благодарю вас, что досмотрели видео мое до конца. Также благодарю за проявленный интерес к моему творчеству. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.